Если ты так хочешь продолжать бессмысленную борьбу, то пожалуйста! По той информации, что есть у меня, у тебя есть всего лишь один оборотный цикл. Что же не дает мне покоя в этой мысли? Ой, привет. Пришел сказать мне, что я на верном пути, как обычно. Ледяной взгляд смотрящего выражает легкий интерес, что? Ай-яй-яй, все самое плохое только начинается. Жили-были, не тужили, но немного поспешили. Принести дрон, в котором, оказывается, есть не только датчики координат, но и скрытая камера. Плохо. А понять, что теперь у меня задание покинуть бункер, фатально плохо. Просто цитирую. Найти безопасное укрытие, где я смогу выжить, уйти из бункера и замести следы своего пребывания в нем. Внимание, вопрос. А как мне выжить без бункера, если я не могу заряжать скафандр? Это же типа, невозможно. Давайте думать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы немножко побегаем. Да, уйти из бункера и замести следы. Задание, которое ярко намекает: если здесь появится поисковой отряд организации и не найдет меня, то, наверное, хотя бы иногда я смогу возвращаться в бункер. Смогу же, верно? Но мне непонятно одно: как много времени дается на то, чтобы подготовиться к побегу? Может быть, я не знаю, патронов еще сделаю или батареек? Короче, времени тратим, просто берем и делаем. Эй, патроны, первым делом. Ладно, что у нас? Найти себе новое место, где я буду скрываться. О, классно это она придумала, конечно. Легко говорить, когда тебе не нужен неудобный скафандр, который постоянно нужно заряжать. О, кстати, а я ведь и правда пойду и спрошу у нее, как она обходится без него. Спрошу так, чтобы она меня научила. Почему это ей можно, а мне нельзя? Ничего себе. Это, знаете, вопрос из разряда: а чё, так можно было? Простите патроны, простите отмычки, до свидания. Эй, скафандр, ты мне нужен, сразу надеваем. И, блин, а ведь правда. Просто берем и спросим. Бруно! Да, здорово. Так, здесь... Что это? Тапочки? Да ё-моё, ну что ж такое? Куда ж ты постоянно уходишь, Лая? Зачем каждый раз просить убежище, если в итоге тут не появляешься? Черт. О, черт! Лая, тихо, это я! О, я же чуть тебя не убила. Слушай, Лолошка, я тебе благодарна и все такое, но, пожалуйста, я бы хотела иметь хоть какую-нибудь приватность. Да уж и тебе привет, Лая. Знаешь, я бы с удовольствием оставил тебя в покое, но ты же не даешь мне никаких ответов. Серьезно? Если бы я знала, что ты за это убежище начнешь с меня столько требовать, я бы не стала тебя просить. Ну, Лая, Слушай, я понимаю, как это выглядит для тебя, но попробуй поставить себя на мое место. Я оказался в ситуации, где я не знаю, что произошло. Выживание дается мне с невероятным трудом. И нет ни одного разумного существа, кто мог бы дать мне хоть какие-то ответы. Долгое время мне приходится додумывать, придумывать, выживать самостоятельно и что-то со всем этим делать. Да, вот именно. Куда бы я ни пошел, за какую веточку бы я ни цеплялся, каждый раз надежда оказывается ложной, Лая. А потом я узнаю, что меня еще и пытаются убить. И знаешь что? Эта новость радует меня. Потому что если меня пытаются убить, значит есть кому. Значит я не один, Лая. Теперь ты можешь представить себе степень отчаяния человека, который рад своим убийцам. А потом вот, появляешься ты, спасаешь меня. Я наконец-то обретаю настоящую надежду. Ты имеешь полное право не хотеть мне помогать, не рассказывать чего-то и все такое, но я не перестану цепляться за тебя, Лая, потому что у меня нет другого варианта. Прости, что я пытался заставить тебя чувствовать себя обязанной за это убежище. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я это делал? Понимаю, но я не уверена, что смогу как-то помочь тебе. Черт, я даже не уверена, что моя борьба имеет хоть какой-то смысл. Организацию невозможно победить, Лолошка. От нее невозможно сбежать. Ты можешь или присоединиться к ней, или умереть. Я думала, что
готова ко второму варианту. Но... Знаешь, почему тогда в музее я спасла тебя? Потому что... Потому что ты думала, что я смогу помочь тебе как-то? Нет. Потому что я знала, что как только они об этом узнают, они прикончат Что? меня и... Нет, не говори так, Я это... по итогу жива! Ничего не случилось! Я шла по коридорам проклятого Синклита, ожидая, что мои страдания наконец-то закончатся. Однако даже здесь они смогли переиграть меня. Оказалось, что ни одна из патрульных команд не выслала контрольных дронов, потому что музей находится на пересечении зон, и каждый думал, что дронов вышлют другие. Ты представляешь? Я спасла тебя, и никто в организации даже не знает об этом. Охренеть. И вот, после всего этого фееричного провала, единственное, о чем я могла думать, слава всем существующим и несуществующим богам. Представляешь? Я сделала все для того, чтобы умереть, но как же я была счастлива, что осталась жива. Понимаешь теперь, в насколько безвыходной ситуации я оказалась. Я боюсь, я не хочу умирать. Я не могу быть такой смелой, как... Я хочу жить, Лолошка. Но они узнали, что я предательница. Теперь единственное, что может меня ждать, это смерть. О, Лая, это из-за меня получается, да? Ну, то есть, я имею в виду, если они не знали, что ты предательница после ситуации в музее, как они могли узнать, если не от меня, верно? Верно. Но не вини себя, ты не знал. И я не знала, что ты не знаешь. Потому что я не знала, что ты Лолошка. А? Так, а теперь поподробнее. Почему тебя так испугало, что они видели мое лицо? Почему ты думала, что я вру про свое имя? Ну, очевидно же, потому что у тебя есть скафандр, который защищает тебя от всего вот этого. Единственный, кто в Архее мог знать, как защитить себя, это... Нет, не ты. Но вот когда ты в скафандре, твоего лица не видно. Поэтому-то мы и думали, что выслеживаем не тебя. Но теперь, когда они увидели твое лицо, да еще и показали свое, мне правда жаль, но ты не жилец, Лолошка. Так нифига себе! То есть вот почему меня никто не трогал, вот почему им было все это время плевать на меня! То есть организация приняла меня за кого-то другого? Но за кого? И где тогда этот человек? Ты меня недооцениваешь, Лая. Ты даже представить себе не можешь, через что мне уже пришлось пройти. Помоги мне, и я помогу тебе. Как сделать так, что мне... чтобы не нужен был скафандр. Если мне нужно сейчас сбежать, то очевидно, что мне, наверное, лучше вот это задать. Как сделать так, чтобы мне не нужен был скафандр? Никак. Ну, то есть... способ, конечно, есть. Но он отстойный и... Не томи, Лая, какой способ? Мне плевать, даже если он болезненный, или опасный, или сложный. Если мне придется покинуть бункер, и я не смогу заряжаться, то я вот тогда действительно не жилец, понимаешь? Так куда ж ты перебивать-то опять? Ты не дослушал. Он отстойный и тебе недоступен. Но тебе-то он доступен? Опять ты Нет, Лая, не начинай. Прошу, помоги мне. Нет, к счастью, этот отстойный способ мне теперь тоже недоступен. Слушай, Лолошка, я серьезно. В твоем случае лучше сдаться. Смерть от дрона будет хотя бы быстрой. И они не остановятся, поверь. Знаешь, почему ты никогда раньше не слышал об организации? Почему? Потому что они не оставляют свидетелей. Ты правда думаешь, что они столько раз пытались подстроить твою смерть, потому что им нравится играть? Да нет, я не знаю, я вообще не думал об этом. Ну, конечно же, им не нравится. Это их страховка на случай, если ты выживешь. Мне всегда, знаешь ли, такая стратегия казалась излишней. Пока я не столкнулась с другим парнем, с такой же волей к жизни, как у тебя. Он избегал всех наших ловушек, выкручивался из всех невозможных ситуаций. И у него были все шансы раскрыть нас. Ну, то есть их. И что потом случилось с этим парнем? То же, что и со всеми остальными. Пойми, Лолошка, единственное, что они чтят выше своих целей — свою секретность.
Раз уж они показали тебе себя, раз ты теперь знаешь об их существовании, значит они найдут и убьют тебя. Черт, но Лая, я Да же... нет же, Лолошка, я тебе серьезно! Я не могу помочь тебе, понимаешь? Если ты так хочешь продолжать бессмысленную борьбу, то пожалуйста! Но ищи решение сам. И ищи его, советую, быстро. По той информации, что есть у меня, у тебя есть всего лишь один оборотный цикл. Что? Какой еще оборотный цикл? Ну ты бы сутки это назвал, потому что ты все равно ничего не понимаешь. Ну? Ты так и будешь стоять и смотреть на меня, пока скафандр окончательно не сядет? Давай! Да, точно, ты права. Мне пора, но только вот... Ай, давай, что еще? Запомни, Лая, мы не умрем. Ни ты, ни я. Я этого не допущу, понятно тебе? Самоуверенность, доступная только блаженному неведению. Ах, если ты хочешь так выжить, я бы на твоем месте попыталась разобраться, чем твой бункер такой особенный. И есть ли что-то такое же герметичное и безопасное где-то еще? Да, Бляха-муха, это просто невероятно! Столько информации буквально... это... Сейчас я могу точно сказать, что у меня было много вопросов. Я клянусь, у меня вот до этой серии было достаточно много вопросов к этому сезону. Я просто понимал, что, ну да, рано или поздно-то ответы будут, но... таких ответов я не ожидал, это очень круто. Это прям, ну, 10 из 10. Вот почему меня видели, но не обращали внимания. И вот почему теперь обратили, потому что увидели лицо. Так, и получается, раз уж они показали себя мне, то мне тем более, можно сказать, кранты. Блин, я пока вот, знаете, нахожусь в этом мире Прунус, я ощущаю себя каким-то свободным человеком. Я могу подумать. Я хочу подумать. Я шла по коридорам проклятого Синклита, ожидая, что мои страдания наконец-то закончатся. Что такое проклятый Синклит, если что, мы не знаем. То есть за все сезоны, это вообще первый раз, когда я такое слышу. Знаешь, почему ты никогда раньше не слышал про организацию? Потому что они не оставляют свидетелей. За все сезоны мы видели намеки на эту организацию, но мы никогда не слышали про них напрямую. Ладно, опять же, по информации Лаи, у меня есть один оборотный цикл. То есть примерно сутки в бункере я еще могу быть, правильно? Давай на всякий случай проверим, что здесь. Ничего не поменялось. Лая, нет, не поговорим. Я просто вопросы хотел задать, там другие вопросы были крутые, черт. Если ты так хочешь выжить, я бы на твоем месте попыталась разобраться, чем твой бункер такой особенный, и есть ли что-то такое же герметичное и безопасное. Так, получается, мой бункер не пропускает какие-то волны. Походу, я правильно понимаю. Короче, что я думаю? Давай, малус. Ладно. Честно признаться, я даже и не осознавал, насколько сильно давил и наседал на Лаю. Но сегодня, наконец-то, она впервые поговорила со мной более-менее открыто. Правда, у меня есть ощущение, что это не моя заслуга, а ее накопившаяся усталость. Наверное, сейчас самое обидное, что эта открытость не сильно помогла мне. Если верить Лае, ситуация, в которой мы оказались, просто безвыходная. Хорошо, что мы не особо знакомы, и я не особо доверяю ей. Во всяком случае, верить, что все может закончиться вот так плачевно, я точно отказываюсь. Но вот то, что у меня вряд ли есть больше, чем сутки, придется поверить. Когда Лая сказала, что мне стоит поискать что-то такое же герметичное, у меня в голове что-то щелкнуло. Что? Подожди, что? Ну-ка. Да, вот оно, точно. Этот мерзкий хам, который писал владельцу мастерской. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами на ходу и бла-бла-бла. А что если речь идет о машине, в которой можно безопасно ездить и заряд не будет тратиться? Я должен найти эту машину, чего бы мне это ни стоило. Возможно, это мой единственный шанс. Ох, машина, где ж мне тебя искать-то? Я уверен, что в мастерской, где я нашел это письмо, никаких машин точно не было. Думай, Лолошка, думай. Где я мог получить информацию об этом? Мне со всех сторон говорят, что эта организация больше, чем все, что я могу представить. А значит, мне тоже нужно мыслить масштабнее. Катастрофа явно затронула не только Архей. Мое измерение тоже пострадало. Но... почему мой бункер устойчив к этой угрозе? Почему остальные неустойчивы? Я замечал разницу в бункерной обшивке, да. Но сейчас... Да, сейчас я еще и задумался о том, что фильтры тоже, вероятно, стоят какие-то особенные.
Они фильтруют угрозу, которую другие бункеры не фильтровали. Что же не дает мне покоя в этой мысли? Ой, привет. Пришел сказать мне, что я на верном пути, как обычно. Ледяной взгляд смотрящего выражает легкий интерес. Что? О, господи! Иди расцелую! Ой, что? Серьезно? То есть ты правда хочешь сказать, что я на верном пути? Что такого особенно в моем бункере? Если верить помощнику, у меня далеко не самая дорогая модель. Точно! Помощник! Во всех улучшениях в новых модулях везде указаны материалы. Они же защищают меня от угрозы. Складывается ощущение, что Уткер такие услуги не предоставляет. Получается, мой помощник был хакнут владельцем бункера. Переписан, чтобы тот отвечал его требованиям и запросам. Получается, владелец моего бункера знал, что будет конец света. Владелец моего бункера, скорее всего, и был заказчиком той машины. Старина, пожалуйста, скажи мне, что я сейчас прав. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ладно, в твоем случае это может быть когда-то... Ай, черт. И нет. Ах. Ну и пожалуйста. О, если владелец бункера модифицировал уточку, то, может быть, он внес туда информацию и про машину. Я вот точно знаю, что если бы я был таким подготовленным и осведомленным, я бы внес. В любом случае, я же могу просто спросить, что мне стоит-то? О, какая крутая серия, блин, это просто имбуля. Слушайте, удивительно, да? Как много сразу мы получаем ответов и просто закрываются все вопросы. Ну ладно, ладно, может быть пока не все, но... О, полечились. Самое главное, что закрываются. О, я с таким кайфом сейчас все это читаю. Ледяной взгляд смотрящего выражает легкий интерес. Это самое важное, что мне нужно было. Обязательно скафандр ставим на место. И уточка. Я, как владелец бункера, хочу спросить. Что вы хотите сделать? Да, здорово. Я хочу спросить... машина. Нет, не так. Ну да, давайте просто машина. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Где моя машина? Типа я владелец, да? Вы хотите определить координаты вашей машины? Да, конечно, да! Введите имя пользователя. Что? В смысле имя пользователя? Какое имя пользователя? Откуда мне знать, какое имя пользователя? Откуда мне знать, какое имя Подожди! Нет, пожалуйста, не говорите, что плохие новости. Сейчас, я походу знаю. Имя пользователя вот здесь. Я все понимаю, ты считаешь меня на. Нет, это не здесь. Ладно, была не была, я попробую ввести Лолошка. Неверное имя пользователя. Введите 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? О, черт! Это же, блин, как? Ну классно. Ладно, сейчас я придумаю, где добыть это имя. Ну... Я думаю, что мне нужно в мастерскую сходить. Кстати, да. Только, блин, там дроны. Так что, ладно, патроны есть. У меня в целом вообще все есть. Я могу. Так, скажите мне, что погода нормальная. Фух! Нормальная погода, спасибо. Спокойно выходим. И... Ночная нормальная погода. Ну ладно, ночная это не так страшно. Дроны здесь, и мы помним, не лазят. А автомастерская вон там. Насколько я помню, там есть пара дронов. Но ничего не страшного, у меня есть патроны. Эй. Привет. Нет? То есть не всегда, да? Ладно, давай посмотрим. Компьютер, по идее, все еще работает, и мы можем посмотреть имя пользователя. Вот. Тема «Наше дело», отправитель Т001. Походу, вот оно. Кому? Автомастер _post.arc. Ну, наверное, вот это надо запомнить. Т, нижнее подчеркивание, 001. Сейчас, погоди, на всякий случай. Опа, да, дрона как раз хотел найти. Мне просто опыт нужен. Так, тихо. Давай. Опа! Хорош. Красота какая. Я на всякий случай хочу найти что-нибудь интересное по одной простой причине. Я, наверное, уйду отсюда надолго. А я, если уйду надолго, то не смогу ничего тут рыскать. Вот здесь, может быть, что-то будет. Это что такое? Блин, плюшевая. Я думал, это уточка, которую можно взять. Блин. Обратно забегаем. Ага, здрасте. Фу, блин, надеюсь, я все правильно понял. Привет. Еще раз, где моя машина? Вы хотите определить координаты вашей машины? Да, все правильно.
Введите имя пользователя. Так, Т001. Идентификация пользователя. Ну, пожалуйста. Многие же используют одно и то же имя везде, правда? Только бы сработало. Принято. Здравствуйте, мастер. Ваша машина находится по координатам минус 2977, минус 1. Состояние, герметичность, в норме, поломки, нет, масло, в норме, двигатель, в норме, воздушные фильтры, в норме. Топливо 0 из 2000. Вывод компании Уткар. Машина нуждается в заправке. Введите 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Та-та-та, герметичность, да, поломки нет, масса в норме. То есть этот пользователь, этот чувак, который владел этим бункером, он-то по итогу исчез. То есть я оказался прав? Машина действительно существует. И она действительно привязана к этому бункеру. Она действительно может спасти меня. Задание... Так, проверяем. Найти машину и топливо для нее, убедиться, что она исправна. Уйти из бункера и замести следы. Ну, блин, замести следы я просто не могу. Типа, это надо выкинуть вообще все вещи. Я правильно понимаю? Обязательно заряжаемся. И вопрос. Если этот чувак, который построил этот бункер, если он знал про конец света, то... Блин, а кто ты такой? Ты построил и запрограммировал герметичную систему, которая спасает от этой, ну, типа радиации. Это очень интересно. Расскажут ли нам в будущем, кто владелец? Я думаю, сейчас самое главное все-таки выйти. И координаты. Интересно, они появятся? Так. О, да, вот она, машина. Реально есть координаты. И супер быстро бежим. Пожалуйста, только не давайте мне радиацию 3-го уровня. Hello? Тут все нормально. О, походу куда-то далеко надо бежать. Тут уже 2-й уровень радиации. Я там не был. Это... А, нет, стоп, это музей. Я помню, что если я сейчас пройду дальше музея, там будет 3-й уровень. Давай. Да, вот он 3-й. Пожалуйста, жить. 5-й уровень! Куда? Куда 5-й? Первый. О, блин, да, вот здесь я точно первый раз. Дронов нет, и это самое приятное, наверное. О, да, вот она! Я вижу фильтр прямо на крыше. А окна? Окна явно специально герметизированы. С ветерком на ней, конечно, не погоняешь, потому что окна не открыть, но я потерплю. Yes. Взять ключ. И ключ прямо в двери. Ну не сказка ли? Так, теперь нужно заправить эту красотку и завести. Я понял. Ребят, я понял. Вы догадались? Если нет, я сейчас объясню. В момент, когда владелец бункера, помните, ему машину сделали прям под конец света, прям перед 2-м Мостоса. То есть он, получается, приехал на заправку, и в этот момент все произошло. То есть он просто не успел. Заправить. Может быть... О, подожди, реально канистра с бензином, чего? Это явно не то, чего я ожидал. Еще канистра, замечательно. Банкноты, не знаю, нужны ли тут деньги? Ну, просто мы знаем, что теперь оно здесь. Как заправить эту машину? Вот, смотри, топливо, заливаем. Круто. Новые механики. Каждый раз меня удивляют этими новыми механиками. Ну, я рад, я доволен. Если так подумать, то какое-то время мы будем жить именно в машине. И хорошо. Давай сейчас еще немножко зальем. И конец 1000. И чё, получается, просто поехали? Или как? Но она не заведена. Возможно, нужно ключом. Ну-ка. О, заведела. Круто. Давай. О, какая умная технология. Я сажусь в машину и начинают работать фильтры. И что бы это за угроза ни была, ее отфильтровывают. Да уж. Места тут, правда, совсем немного. Мне даже скафандра не снять. Так, подожди. Заброшенных автомобилей тут, конечно, не особо покатаешься. Надо взяться за расчистку. Задание дорожной работы. Блин, это круто! Опа, подожди, давай сюда. Ой. Что тут у нас? Какая-то штука, которую что, вскапывать можно? Или как? Дорожные работы. Расчистить дорогу до бункера. Ладно, чтобы нормально передвигаться по городу на автомобиле, мне лучше позаботиться о том, чтобы убрать с дороги все препятствия. Ага, я понял. А как это работает? Типа я одно ломаю, все ломается? Ну-ка. Да, так и есть. И сталь. Ай, блин, надо было почиститься. Хотя нет, стоп, какой почиститься? Я не могу сейчас в бункере держать вещи. Слиток темной стали интересно. И могу ли я сделать из этого, например, кирку? Нет.
но, видимо, это что-то важное. Далее стекло. Тут изумрудный какой-то то ли конденсатор, то ли что. Базовая схема управления. Возьму вместо ведра. Теперь садимся в машину. Она у нас заведена. А, и она тратит топливо. То есть ее нужно глушить. Так, хорошо, хорошо. Аккуратненько. Как это круто работает. Давай, стоп, заглушить машину. Ага, ага, да. Фильтр перестает работать. Ломать можно, по идее, прям любой блок. Правильно понимаю? Да, да, да. Прям вообще совершенно любой. Да, я, конечно, хочу это взять, но места нет. Давай так, выносливость, повышение. Дали? Дали слот. Подожди, все-таки дают. Хорошо. Попробуем еще раз. Дали? Не дали. То есть теперь когда-то дают, а когда-то нет. Еще прокачиваем. Да, дали. Очко генома также. Я не знаю, блин, подбирать вещи это... А! Тихо. Кто? Ночью, конечно, не самое приятное кататься. Вижу дрона. Так, отлично. И... Отлично. Только не на машину! А, машине от этого пофигу. Слава богу, и пофигу. Или не пофигу, это мы еще узнаем. Ее по-любому надо будет чинить, судя по той информации, которую мы получили. Так, вот здесь тоже. Давай. Хорошо. Какие-то вещи успеем подобрать. Не зря тратим весь опыт на выносливость. Я думаю, кстати, можно еще прокачать. Дайте слот, пожалуйста. Не дали, блин. Может, еще раз? Все, опыта нет. Я бомж. Самое важное, не забывать глушить машину. Куда тут надо? Вот сюда. Как она дрифтует, блин. Эй, мистер, где вы? Слышу, но не вижу. Вижу. Причем я слышу несколько дронов. Наверное, надо перезарядиться. Сейчас, погоди-ка. Вот сюда забегаем. Перезарядочку выполняем. И, наверное, выкидываем пустые гильзы, пока не понадобится. До свидания, мистер дрон. Ой, сколько вас здесь, ребята! Блин, ну, я бы, конечно, хотел, на самом деле, все это сложить на склад куда-нибудь себе. Либо, опять же, прокачать выносливость. Я могу, вот, давай. Ну-ка, дали? Дали. Yes. Как же много у меня места теперь. До свидания, мистер Машинка. И вроде бы я все сделал, да? По-моему, каждую машину, которую можно было убрать, я убрал. Ну, вот и отлично. Надо похвастаться Лайи и собирать шмотки из бункера. Задание никто не приютит. Обновлено. Да, найти машину, убедиться, что она исправна. Возможно, у меня будет маленький мобильный бункер. До сих пор не верится, что я действительно смог дойти до этого сам. Да ладно уж. Так, значит, мне нужно опять же похвастаться Лай. Ну подожди, у меня слишком мало заряда, поэтому обязательно заряжаемся. Думаю, хотя бы 25% будет достаточно. Надеваем. Прунус. И... ну конечно. Опять ее нет. Ну, не знаю, может быть, я чуть постою, и она появится. Ну, давай. Пу-пу-пу-пу-пу. Не, ну, вообще, на самом деле, для этого лучше обзор какой-то иметь. Типа вот так. Да. Что-то все-таки не появляется. Ладно, не буду терять время. Пойду заметать следы пребывания в бункере. Уже настолько? Не, ну в целом, я понимал, что да, но ё-моё. Сейчас, быстро тогда. Малус. Здорово. Так, и как, что мне делать? Заметать следы, это, знаете, это как будто взять и выкинуть все вещи из бункера. Очевидно, что я этого делать не буду. Вот если вы задавались вопросом, типа, неужели он правда выкинет вещи из бункера? Нет. Нет, никогда, нет! Я так много это фармил, я столько времени угрохал! Я не буду этого делать, если вы хотите от меня этого. Скафандра по-любому заряжаем. Я уверен, что на самом деле и не надо ничего выкидывать. Я думаю, что надо просто пойти спать. И, скорее всего, это как-то обыграется. А как именно обыграется, я думаю, увидим уже в следующей серии. Это просто невероятно! Столько информации! А самое главное, машина! У меня закрылось прям очень много вопросов, которые я сам задавал в процессе игры, но какие-то все еще остались. Будем смотреть, будем наблюдать. Думается мне, что в будущем поднимется еще тонна вопросов. Ну, а так, я, конечно же, надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь. Какой бы сухой фраза это ни была спустя много-много произношений, я правда верю в то, что она хоть как-то доносится вам в уши. Ребят, пожалуйста, не забывайте, что ваша поддержка важна не только мне, но и команде. Любая ваша, опять же, поддержка — это буст к мотивации. В момент замедления Ютуба мотивация нужна как никогда кстати. Спасибо большое. Побег от организации близок. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и машина, черт возьми. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.